Я хочу, чтобы эта предновогодняя генеральная уборка, которая сейчас происходит во всех домах, стала для вас последней. И предлагаю план организации дома, в котором не надо тратить все выходные на уборку. Поехали! Пункт 1 этого плана – это по возможности убрать или приподнять над поверхностью предметы, которые стоят на полу или столешнице рабочего и особенно кухонного стола. Это даст вам возможность пылесосить, мыть полы и протирать пыль за считанные минуты, потому что вам не придется поднимать, передвигать и протирать по ходу уборки кучу предметов. Особое внимание уделите проводам и удлинителям. Возня с ними отнимает кучу времени, когда пылесосишь или моешь пол. Мелкие предметы, которые расползаются по всей поверхности, и все, что может рассыпаться, разлиться, испачкать все вокруг, соберите на подносы, подставки, в корзины, которые легко моются. Так вы локализируете уборку в одном небольшом месте. А те поверхности, где постоянно скапливается куча непонятной мелочевки, которую не кладут на место, займите чем-то, чтобы просто было неудобно туда что-то положить. Следующий этап – это организовать моющие средства, приспособления и салфетки для уборки максимально удобно и доступно, так, чтобы их было несложно схватить по-быстрому и протереть свежие, не засохшие загрязнения, пока они еще не въелись и без труда удаляются. Даже если вы пользуетесь и в ванной, и на кухне одним и тем же средством, стоит его продублировать. Потому что если вам придется идти за ним в другое помещение, то слишком высока вероятность того, что вы оставите дело на потом. А потом это все засохнет, накопится и здравствуй, генеральная уборка. Продолжаем нашу организацию и убираем с рабочей поверхности всю бытовую технику, которая не используется каждый день. Достать ее с полки будет быстрее, чем потом отмывать, потому что со временем во всех щелях собираются крошки, вокруг кнопок скапливается жир, все заляпано каплями, которые летят во время подготовки и особенно жаркой еды. А кухонный комбайн или соковыжималку не поставишь целиком в посудомойку. Вот и придется потом во время генеральной уборочки все это выковыривать. Еще очень важно тщательно организовать входную зону, так как отсюда и начинается распространение грязи по всей квартире. Проверьте, есть ли крючки или полочки для каждого члена семьи, до которого им легко сходу дотянуться, чтобы интуитивно, без каких-то препятствий, повесить куртку, сумку, ключи, положить шапку, перчатки, зонт, бумаги из почтового ящика и так далее. И особенно тщательно, отдельно продумайте момент с грязной обувью, чтобы всем было понятно, куда ее нужно ставить, как, чем и в чем ее мыть, чтобы останавливать грязь на входе и как можно реже пылесосить и мыть полы. Впустите в свой дом разделители. Увидите, они и вашу жизнь разделят на до и после. Потому что все предметы, которые хранятся с помощью разделителей, лежат или стоят себе спокойненько на своем месте, не падают, не перемешиваются и не требуют регулярного наведения порядка в ящиках и на полках. Эффект от использования разделителей усилится, если освоить еще и вертикальное хранение. Не только одежды, которая хранится в стопках, но и всего, что лежит вперемешку. При комбинации разделителей и вертикального хранения уж точно ничего не сможет перемешаться. И вам даже не особо нужно будет заморачиваться над тем, чтобы положить вещь в какую-то конкретную ячейку. Все равно все предметы будут на виду одновременно.
Обязательно нужно создавать комплекты из предметов, которые используются вместе для какого-то одного занятия. Для той же уборки, для маникюра, рукоделия, для детских игр. Так будет удобно взять все вещи за раз в одной коробке или корзине и совсем несложно вернуть ее на место. Потому что это будет не 10 предметов, которые нужно распихать по разным полочкам и ящичкам, а всего-навсего одна единственная коробка. Особенно если хранить все как можно ближе к тому месту, где вы будете этим пользоваться. Потому что когда что-то очень нужно, то все члены семьи найдут в себе силы куда-то сходить, что-то отодвинуть и даже забраться на стул. А вот когда доходит дело до того, чтобы положить это на место, мотивация, как правило, пропадает, если это место где-то далеко, и для этого нужно напрягаться. Подпишите все закрытые непрозрачные коробки, вакуумные пакеты, где с первого взгляда нельзя понять, что находится внутри. Так, во время поиска какой-то вещи ни вы, ни ваши домашние не перевернут пол дома и не вывалят это все наружу. Все это поможет вам поддерживать порядок, так сказать, в процессе жизни, незаметно, не выделяя отдельный день для уборки. Но еще важно организовать не только дом, но и сам процесс уборки. Совсем не обязательно генерали 2 раза в год отмывать все одновременно, да так, чтобы потом нужно было неделю восстанавливать силы. Распределите все трудоемкие процессы на маленькие шаги, которые не заберут много времени и сил, и размажьте их по всему году. А все, что только возможно, отдайте на аутсорсинг мужу, детям, химчисткам и технике. Это последнее видео в этом году, поэтому я хочу заранее поздравить вас с Новым годом. Пусть ваш дом наполнит душевный покой, любовь и порядок. Будьте здоровы и живите легко!